Всем привет, с вами снова Max Dice 7, и на этот раз у нас скорее более грустный ролик, но тем не менее познавательный. Итак, начнем с того, что роликов долго не было, потому что я пытался разобраться в ситуации, которую многие из вас уже знают. Rollercoin предоставил список стран, игроков из которых как бы в Rollercoin быть не должно. Изначально пошла волна на том, что, скорее всего, что их будут банить, и поднялось очень много хейта. После этого, соответственно, немножечко успокоили, сказали, что банить никого не будут. После этого сказали, что, мол, играть с VPN и прочее. И давайте сейчас я пробую немножечко объяснить ситуацию, чтобы поняли все, скажем так. Первым делом, что у нас есть, это то, что в правилах указан список стран, в них входят Беларусь, Куба, Россия, Ливан и еще какие-то страны, которые, можно сказать, под санкциями во всем мире. И там сказано, что игрокам из этих стран нельзя играть и регистрироваться. Соответственно, подтвержденная ли эта информация непосредственно в самом Rollercoin, вы это все видели. А вот все остальные доводы, которые мне приводили и говорили, что, мол, нет, смотри, это вот так, то есть, будет по-другому работать, они все не подтвержденные. Изначально, когда только это появилось, я сразу же вышел на официальное лицо Rollercoin на данный момент, это Roller Girl, сразу же вышел на нее и попытался у нее узнать, получить официальный ответ. Я его не дождался. Не дождался спустя неделю, не дождался спустя 2 недели, и даже сейчас, спустя 3 недели, я не дождался. Все те, кто говорят, что никого банить не будут, просто используйте VPN, немножечко не понимают, наверное, всей ситуации. Да, возможно, они правы, возможно, это действительно будет так, но, опять же, повторюсь, это неофициальная информация. Ее говорят модераторы в чатах Дискорда, потому что у них тоже доступа особо нету никому, и просто чтобы успокоить народ, им приходится это говорить. Ее и говорят помощники, скажем, такие как Пьера за год, это один из самых крутых ютуберов по Rollercoin, который делает все таблички и прочее. Он тоже говорит то, что я думаю, что игроков банить не будут. Но давайте сейчас посмотрим. Нам советуют использовать VPN или еще что-то подобного плана. Если же мы используем VPN, Rollercoin не запрещено использование VPN. Но начнем с того, что TaskWall запрещает использование VPN, и поэтому под VPN мы не сможем выполнить ни одного таска больше, что довольно сильно бьет, во-первых, по новичкам, да и по нам, старожилам, которые просто хотели бы поприятнее и побыстрее закрыть непосредственно Event Pass, да? TaskWall для нас, считайте, больше недоступен. Если раньше он недоступен был по той причине, что мало кому интересно было, скажем так, узнавать информацию у россиян, потому что это рынок, и, соответственно, какая-то более привлекательная была Америка или даже Европа, то сейчас, скорее всего, что вы вообще не сможете делать задания в TaskWall. А это раз. Во-вторых, до сих пор непонятна ситуация по поводу рефералов, потому что, когда мне говорили многие, в том числе модераторы, мол, старые аккаунты банить не будут, но новых привести будет нельзя, то есть нельзя будет зарегистрировать аккаунт из России в Rollercoin. И теперь, соответственно, встает второй вопрос. А каким образом мне тогда выполнять задания на реферальную программу? То есть я русскоговорящий, я не могу пойти куда-то, не знаю, в Англию, прийти пешочком и сказать: здравствуйте, пожалуйста, вот есть крутая игра Rollercoin, давайте зарабатывать вместе. Нет, это так не работает, потому что я либо буду использовать сторонние сервисы, такие как, буксы, либо не смогу просто приглашать людей, либо мне нужно будет заставлять людей регистрироваться под непосредственно VPN, что, тоже геморрой. И, в общем-то, я вчера повторил свой вопрос. Спустя 3 недели я все еще не получил четкого ответа от руководства, это сказать. Так что сейчас, честно, на свой страх и риск рассматривайте всю эту ситуацию, потому что если уж руководство
так долго не выходит на связь и не хочет отвечать на этот вопрос, значит, там могут быть какие-то подводные камни. Какие, я вам не скажу. Также еще, чтобы чуть-чуть продлить хронометраж ролика, давайте поговорим о Play-to-Earn ивентах вот таких вот. Ребят, почему не будут выходить ролики по этим ивентам? Потому что они принципиально и кардинально вообще не меняются. Единственное, что меняется, это, соответственно, награды, которые вам дают, и немножечко условия начисления поинтов. Но, в принципе, фундаментальные, они остаются такими же. То есть за повышение игры 500 уровня, да, 1000 за трату РЛТ в любом месте, кроме маркета, и 500 за, соответственно, трату РЛТ на маркете. Да, там иногда добавляются как бы плюс там 5000 или 3000 за крафт, иногда добавляется максималка X10, иногда добавляется максималка X100, но это такие минорные различия, то что каждый раз делать ролик по ивенту, учитывая, что они сейчас выходят раз в неделю, а то и раз в 2 недели, я просто не вижу смысла. Вы это и так знаете по 1000 раз. Да, как и обещал, в скором времени я сделаю, соответственно, ролик по Дискорду. Ну и последнее, что я бы, наверное, хотел сказать, это то, что так как мне все-таки давалось 100 РЛТ на розыгрыш, я хотел бы разыграть их вот в последний практически день. Если честно, я про них забыл, расстроился после некоторой информации, но тем не менее они у меня, думаю, есть. И поэтому для розыгрыша я просто попрошу вас оставить комментарий непосредственно в самом ютубе с пометкой розыгрыш. То есть вы можете написать любой какой угодно текст и просто в конце большими буквами напишите розыгрыш. И как только, да на самом деле не как только, буквально через пару дней я буду делать ролик по Дискорду, и соответственно в этом ролике я уже подведу результаты и будем узнавать, кому будут начислены РЛТ. Надеюсь, то, что меня не кинут из-за того, что я все сроки пропустил, потому что все-таки я должен был их разыграть именно в апреле. Сейчас у нас 30 апреля, и если я не предоставлю список сегодня какой-то, а его, естественно, не будет, то вполне возможно, что розыгрыш провалится. Ну что ж, тогда буду тратить из своего кошелька и как-то возмещать. Всем спасибо за просмотр. Жалко, что такая ситуация происходит, но тем не менее с вами был Max Day 7. Еще увидимся.